Иерусалим. Город, где история ощущается буквально на каждом шагу. Здесь события двухтысячелетней давности до сих пор остаются частью повседневной жизни. В сердце христианского квартала возвышается храм Гроба Господня, одна из самых почитаемых святынь в мире. В самом центре храма находится небольшое сооружение, к которому ежедневно выстраиваются длинные очереди паломников со всего света. Это Кувуклия, место, которое христиане почитают как гробницу Иисуса и место Его воскресения. Внешний вид Кувуклии обманчив. На первый взгляд кажется, что это единое монолитное сооружение. На самом деле перед нами сложная архитектурная конструкция, возведенная над остатками древней пещеры, вырубленной в скале. Внутри Кувуклия разделена на две небольшие комнаты. Первая называется пределом ангела. В центре, на небольшом постаменте, находится фрагмент камня, который, согласно Евангелию, закрывал вход в гробницу и был отвален ангелом. Пройдя через еще один очень низкий проход, где каждому приходится невольно склонить голову, посетитель попадает в главную часть Кувуклии – часовню Гроба Господня. Это совсем небольшое помещение. Его длина составляет около 2 метров, поэтому одновременно здесь могут находиться всего 3-4 человека. Вдоль правой стены расположено каменное погребальное ложе, закрытое гладкой мраморной плитой. Под ней находится древняя поверхность скалы, которую по христианской традиции связывают с местом погребения Иисуса Христа. Над погребальным ложем непрерывно горят лампады разных христианских конфессий. Их свет уже многие века освещает одно из самых почитаемых мест христианского мира. За одной из икон скрывается небольшой участок древней скалы, сохранившийся фрагмент первоначальной гробницы. Его можно не только увидеть, но и прикоснуться. Такие детали дают понять, что Кувуклия – это не просто небольшая часовня, которую видят паломники сегодня, а сооружение, внутри которого сохранились фрагменты древней гробницы. Но история Кувуклии хранит не только предания. Совсем недавно она вновь оказалась в центре внимания ученых. В 2016 году Кувуклия стала центром одного из самых значимых исследований в своей современной истории. Во время масштабной реставрации специалисты впервые более чем за 500 лет сняли защитную мраморную плиту, закрывающую погребальное ложе. Под ней были обнаружены более поздние слои кладки, плита эпохи крестоносцев и древнее известковое ложе, которое традиционно связывают с гробницей Иисуса Христа. Раз в год Кувуклия становится местом, к которому приковано внимание миллионов людей по всему миру. В Великую Субботу, накануне православной Пасхи, храм Гроба Господня заполняется тысячами паломников. Гасятся все свечи и лампады, наступает напряженная тишина. Перед началом церемонии Кувуклию тщательно осматривают, чтобы убедиться в отсутствии источников огня, после чего вход запечатывают восковой печатью. Затем Иерусалимский патриарх, облаченный только в подризник, входит вовнутрь часовни. Начинается молитва о схождении благодатного огня. Минуты ожидания кажутся бесконечными. И вдруг в круглых окошках Кувуклии появляется свет. Через несколько мгновений двери часовни открываются, и Иерусалимский патриарх выходит с зажженными свечами. Огонь мгновенно передают от свечи к свече,
и уже через несколько минут весь храм озаряется тысячами огней. Для миллионов православных благодатный огонь является одной из главных святынь Пасхи и символом воскресения Христова. За почти 2000 лет вокруг Кувуклии менялись государства, правители и целые эпохи. Но поток людей, приходящих сюда с молитвой, надеждой или просто желанием прикоснуться к истории, не иссякает. Для одних Кувуклия – выдающийся памятник истории и архитектуры. Для других – место, связанное с главным событием христианской веры. Наверное, поэтому люди вновь и вновь преодолевают тысячи километров, чтобы хотя бы на несколько минут войти в Кувуклию и прикоснуться к месту, которое уже почти 2000 лет остается одной из главных святынь христианского мира.